Привет, мои дорогие! My name is Natalie, I'm your Russian language teacher, but in this video I'm going to tell you some facts about life in Russia. These facts are about Russian families, real estate in Russia, and so on. So I'll give you some information from my experience. I've traveled before to other countries and I want to give you some interesting facts according to my opinion. So if you're interested, keep watching. And I usually do Russian and English subtitles. If you don't speak Russian very well yet, turn on the English ones. And you can get my free material. That's a phrase book with common Russian phrases. To get it, click on the link below. Maybe this is your day to start learning Russian. So the link is in the comment section, okay? And now 10 facts about life in Russia. Let's get started. Еще раз добрый день! В этом видео я хочу рассказать вам некоторые факты о России. Я видела, что в интернете есть видео о России, какие места красивые в России, или, например, есть информация о музее Эрмитаж. В интернете есть интересные факты о России, но мое видео будет о другом. Вы знаете, что я путешествовала раньше в другие страны. Я также общаюсь со студентами из разных стран. И я написала факты, интересные факты. Эти факты только из моего опыта, что я думаю, что я знаю. И, возможно, эти факты будут интересны для вас. Факт номер 1. В России, когда у нас праздники, и этот праздник попадает на выходные, люди отдыхают тоже пятницу или понедельник. Правительство переносит этот праздник на другой день. Например, праздник попадает на субботу. Тогда люди будут отдыхать пятницу, субботу, воскресенье. Люди будут отдыхать 3 дня. Например, я знаю, что в Германии, если праздник попадает на субботу или на воскресенье, они отдыхают только 2 дня. И по факту нет праздника, да? Русские люди очень любят праздники, и это важно. Они хотят еще дополнительный день. Это очень важно, чтобы отпраздновать этот день, этот праздник. И поэтому у нас в законе всегда праздники переносят на другой рабочий день. Это может быть на пятницу, они переносят этот праздник на пятницу или на понедельник, на вторник. Да, и в интернете есть календарь официальных праздников. Факт номер 2. В России, если не платить за воду и электричество 1 месяц, 2 месяца, ничего не будет, ничего страшного. Я хочу объяснить, конечно, это нехорошо, мы платим за электричество, мы платим за воду, но если, например, я не заплатила в этом месяце, у меня финансовые трудности, да, я могу заплатить в следующем месяце, да, я могу не платить несколько месяцев, это не проблема. Почему я также рассказываю этот факт? Вы знаете, я жила в Китае, и у меня были несколько раз неожиданные ситуации. Как это было? У меня вдруг не было света дома, электричество не работало. И, если честно, я была удивлена, я не знала, почему электричество не работает. Я звонила моим коллегам, моей начальнице, и я спрашивала, почему дома нет электричества. И когда моя начальница заплатила, у меня в квартире появилось электричество. И такая же ситуация была с водой. В один момент у меня перестала идти вода из крана, да? У меня пропала вода дома. И я не знала причину. Я думала, может быть, это ремонтные работы, возможно, это
какие-то технические работы, ничего страшного. Я ждала, может быть, несколько часов, и потом только я спрашивала у моей начальницы, потому что моя компания арендовала квартиру для меня в Китае. Да? И оказывается, когда ты не платишь в Китае, они могут отключать каждую квартиру. В России это так не работает. У нас общая система, и они не могут отключать каждую квартиру в любой момент. Нет. Поэтому я думаю, этот факт тоже интересный. Факт номер 3. Государство дает пособия. Я думаю, в разных странах есть разные пособия. Но в последние годы государство дает хорошие деньги за ребенка. Раньше государство давало пособие на второго ребенка, сейчас они также дают пособие на первого ребенка. Они дают деньги, да, но эти деньги нельзя тратить на себя. Родители не могут тратить эти деньги на себя. Они могут потратить только на ребенка. И обычно люди используют эти деньги для ипотеки, да, когда они покупают квартиру, и они вкладывают эти деньги в ипотеку. Что еще? На ребенка, да, и это должны быть официальные документы, что эти деньги потрачены на ребенка. Нельзя просто тратить эти деньги в магазине. Я точно не знаю, как это работает, но я знаю, что это не так легко потратить эти деньги. Обычно люди покупают что-то большое, и это должно быть для ребенка. Факт номер 4. Девушки в России находятся в декретном отпуске 3 года. Я также знаю, что в разных странах, я слышала, что в Америке девушки, когда рожают ребенка, они дома находятся только несколько месяцев, и потом они работают. И также в Китае, я думаю, у них только небольшой период, да, времени они с ребенком, но потом они должны работать. В России девушка может быть дома с ребенком 3 года. Она может заботиться о ребенке и не работать до 3 лет. Конечно, она может начать работать раньше. Она может начать работать хоть через 2-3 месяца. Да-да, это возможно. И в декретном отпуске может быть как мама, так и папа. Я не знаю, как в других странах. У нас разрешено, может быть дома с ребенком мама и папа. Есть другой момент. Первые 1,5 года, год и 6 месяцев правительство платит. Да? Правительство дает как деньги на ребенка. Это какой-то минимум, есть формулы, как считать. Это зависит, где девушка работала, где девушка работает, какая у нее была зарплата, там разные факторы, и это могут быть разные суммы. Если девушка работает в официальной компании, да, и она в декретном отпуске, она получает потом эти деньги, она получает эти пособия на ребенка, но только 1,5 года, только год и 6 месяцев. Она может быть с ребенком до 3 лет, но она уже не получает никаких финансов, никаких денег. Поэтому часто девушки начинают работать, я думаю, да, когда ребенку 1,5-2 года, девушка начинает работать, а дети ходят в садик. Да-да, в 2 года часто дети начинают ходить в детский сад. Следующий, номер 5. После развода имущество делится 50/50. По закону в России все общее имущество при разводе делится 50/50. Да? Все, что вы купили вместе, когда вы в браке, когда вы женаты, все, что вы покупаете, машина, квартира, все делится 50/50, если
муж и жена разводятся. Это такой закон. Я знаю, что иногда люди пишут брачный договор, когда они женятся, они пишут брачный договор, да, что они не хотят делить, если вдруг будет развод. Я думаю, это довольно справедливо, я думаю, это довольно честно. Я не знаю, как в других странах, какая ситуация, когда люди разводятся. Факт номер 6. На свидании обычно платит мужчина. Это правда, когда мужчина приглашает девушку на свидание в России, мужчина платит в ресторане. Это такой красивый жест, и это обычная ситуация в России. Почему так сложилось, почему такая ситуация? Я предполагаю, что в России все еще эти взгляды на семью такие старомодные, что девушка, она заботится о детях, а мужчина ответственный за финансы. И по этой логике мужчина, он более финансово стабильный, он более сильный в финансах, могу я сказать сильный в финансах, а девушка, она отвечает за семью, за уют в семье, поэтому, я думаю, у нас есть такая культура, что мужчина платит, это такой красивый жест на свидании. Следующий факт номер 7. Да, конечно, мне надо сказать о русском языке. Я знаю, что в разных странах есть разные диалекты и есть также разные акценты. И иногда люди не понимают друг друга, да? Настолько они по-разному произносят, настолько они по-разному говорят на языке, что они так трудно понимают друг друга. В России нет. В России это один русский язык. Это идет еще из истории. В Советском Союзе у нас была одна базовая система русского языка, и все люди изучали один язык. Это такая стандартная система, и поэтому грамматика русского, она одинаковая. У нас есть немного в деревне, люди могут менять интонацию, да? Я даже не уверена, что это диалект. Да, есть небольшие диалекты в таких далеких частях России, но по факту грамматика, она одинаковая. Россия очень большая, но такая базовый русский язык, он один во всей России. Следующий факт номер 8. В России, я смотрела в интернете, что в России где-то 40% людей владеет имуществом. Обычно мы покупаем имущество, мы покупаем квартиры. Я знаю, я слышала, что в Америке этот процент меньше, что там люди больше арендуют. Да, у нас это осталось тоже из истории России. Это все, когда еще людям давали квартиры, им давали место, где жить, и потом они официально это оформили, и поэтому сейчас бабушки и дедушки передают детям, да, в наследство. И у многих людей есть свое имущество, у многих людей есть своя квартира. Конечно, когда молодые люди переезжают в большой город, люди переезжают в Санкт-Петербург, в Москву, они не хотят жить в своем маленьком городе, где родители, и они в большом городе, они покупают квартиры, они покупают в ипотеку часто. Да, это тоже у нас развито. Но 40% русского населения, у них есть имущество, да, у них есть квартира. Это может быть имущество в разных городах России, это может быть что-то дешевое, но у них есть место, где жить. Я также не знаю, как в других странах люди все-таки больше покупают квартиры или арендуют. Следующий факт номер 9.
Тоже интересный факт. В России у нас ставка по ипотеке фиксированная. Я недавно смотрела видео и вообще не ожидала, что может быть плавающая ставка, да, когда главный банк, центральный банк, да, или как в других странах, меняет ставку, твоя ставка, твоя ипотека тоже меняется. Я была в шоке, потому что в России у нас фиксированная ставка. Я подписываю договор, я беру ипотеку на 15 лет, да, и у меня фиксированная ставка. Я каждый месяц плачу одинаковую сумму денег. И как сейчас растут цены быстро, по факту сделка 5 лет назад была очень даже выгодной, потому что ставка фиксированная. Это я сделала такие выводы, я немного изучаю недвижимость, да, в России, больше в городе Санкт-Петербурге. И последний факт, номер 10, может быть, это не очень интересный факт, но для меня это было неожиданностью. Да? В России, когда у человека красивый загар, это значит, что он часто отдыхает на море, это значит, что у него есть деньги. Да? Когда я вижу девушку, и у нее красивый загар, значит, она летает на Мальдивы или, не знаю, летает отдыхать. Это знак, что у человека есть деньги летать и отдыхать, потому что загореть в России не так легко. Возможно, когда люди работают на даче, да, они загорают, но часто они загорают под футболку, под майку, это не очень красиво. Чтобы получить красивый загар, нужно лежать на пляже, отдыхать, а это нужно время и это нужно деньги. В России у нас не так много солнца, нам нужно ловить солнце. Когда хорошая погода, когда тепло, да, люди хотят загорать. А вот я жила в Китае все наоборот. Люди прячутся от солнца, люди носят зонты, и они закрываются от солнца, потому что если у тебя загорелая кожа, значит, ты работаешь где-то на улице. А вот если у тебя белая кожа, значит, ты работаешь в офисе, и это престижно, это хорошо. Я не знала этого, и я была очень удивлена, когда мои коллеги восхищались, что у меня белая кожа. Я думала, что? Вам нравится, что у меня белая кожа? Для меня это было безумно странно, но для них это было прям вау. Ты такая белая. Они повторяли мне очень часто. Но в России у нас другая ситуация. Не знаю, это интересно или нет. Вот такие факты я хотела рассказать вам. И мне очень интересно, что вы думаете, как в вашей стране. Я уверена, что в разных странах разная ситуация, да. Это только из моего опыта, это только то, что я вспомнила и хотела рассказать вам. Возможно, есть еще что-то, не знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете, что вы знаете. Мне очень интересно узнать о вашей стране. Спасибо за внимание. This is not Russian grammar lesson. No, that's to help you. This video is to help you practicing your listening skills. I don't know much about other countries, but I'd like to know. And if you have something to share with us, please do so. Leave a comment. Because I'm really curious about other countries, and I see that you would like to know more information too. That's wonderful. All the link with my help you can find below. You can subscribe to my Patreon page and read the context of this video. You can get my free material. The link is in the comment section. Practice more Russian phrases. That's it. Thank you for being with me today. I wish you a wonderful day. Хорошего дня. Увидимся в следующий раз. И пока.